Добрый день! Это мое второе видео на тему создания круговых прогресс-баров. Сегодня мы с вами разберем, как добавить сглаживание границ. Слева представлен результат прошлого урока, справа результат сегодняшнего. Как вы можете заметить, разница достаточно ощутима. Давайте посмотрим еще один пример. Слева опять же представлены результаты прошлого урока, справа результаты сегодняшнего. Как видите, здесь тоже заметна разница. Ну что же, давайте перейдем к нашему проекту. Переходим в папочку Materials. Выбираем Base Material и Material Instance. Сейчас вы видите круговой прогресс-бар, который мы сделали в прошлый раз. Сегодня мы заменим два блока. Это блок Holes и Angle. Давайте скопируем эти выражения. И создадим Material Function. Назовем ее Holes. Вставляем скопированные выражения в функцию. Добавляем функцию в наш материал. И теперь вместо блока Holes берем значение функции. Открываем Material Instance. Убеждаемся, что все работает. Теперь создаем входные параметры. Они у нас будут скалярными величинами. Названия возьмем такими же, как и были раньше. И добавим константу, чтобы можно было настраивать параметры предпросмотра. Создаем входной параметр StartAngleHole. Приоритет ставим 1. Создаем входной параметр Number of Sections. Значение по умолчанию вставляем единица и заменяем параметр Number of Sections. Создаем входной параметр HoleWidth. Задаем приоритет входных параметров. Смотрим, что у нас получается.
Удаляем эти узлы, они нам больше не нужны. А параметры передаем на вход функции. Сохраняем. Убеждаемся, что все работает, и двигаемся дальше. Обозначим входные параметры названием in и красным цветом, чтобы проще было ориентироваться. Удаляем узел if. Вычитаем из синуса выражение, зависящее от ширины темной области. Добавляем единицу. И возводим в степень. Сейчас граница светлой и темной области находится в районе единицы, поэтому, когда мы возводим в большую степень, угол наклона становится очень большим, и граница становится достаточно четкой. Давайте применим узел clamp для того, чтобы ограничить получившееся выражение. Давайте посмотрим, как это выглядит на круговом прогресс-баре. Смотрите, границы перестали быть ступенчатыми, но сейчас очень расплывчатые. Если мы увеличиваем значение степени, границы опять становятся четкими, но ступенчатыми. Уменьшаем, становятся плавными. Еще уменьшаем, становятся сильно размытыми. Также можете обратить внимание, что в зависимости от количества секций нам приходится менять степень, поскольку когда количество секций маленькое, степень должна быть большой. Когда количество секций большое, степень приходится уменьшать. Я уже посмотрел несколько таких случаев, и мне понравился вариант обратной зависимости от количества секций. Давайте посмотрим, что получается на этот раз. Как видите, теперь изменение количества баров почти не влияет на отображение границ. Давайте уменьшим внутренний радиус. Так, проще смотреть на боковые границы. Сдаем ширину темных зон равным нулю. И как видите, у нас в данном случае все равно остается какая-то
прореха. Также, когда мы ставим ширину равную 0,5, то, как видите, приходится уменьшать степень, поскольку в зависимости от ширины у нас меняется наклон синуса, и как следствие, когда мы возводим степень, у нас получаются разные значения. Опять же, я уже посмотрел, и мне показалось достаточно удобным изменять значение выражения, которое подается в степень, от единицы до 4. То есть у нас степень будет отличаться в 4 раза, если сравнивать при ширине 0 и ширине 0,5. Давайте посмотрим, что получается в этот раз. Как видите, границы ведут себя уже заметно лучше. Хотя, конечно, в каждом конкретном случае, когда вы уже выбрали все параметры для кругового прогресс-бара, можно сделать окончательную настройку и подобрать те параметры, которые подходят именно вам. Давайте назовем этот блок Power. Сохраняем изменения. И давайте сделаем так, чтобы при значении whole-width равным нулю у нас получалось сплошное кольцо. Для этого нам понадобится узел if. На вход мы подаем ширину темной области, и если она равняется нулю, то все кольцо становится белым, то есть заполненным. Давайте посмотрим, что получается. Как видите, все работает. Назовем этот блок whole-width равный нулю. И на этом закончим с функцией mfholes. Создаем функцию mfangle. Добавляем ее в наш материал.
Копируем блок Angle вместе с переключателями, относящимися к нему. И вставляем в нашу новую функцию. Здесь нам понадобится два выхода. Один мы назовем градиент, а второй angle. Создадим блок out и сделаем его темно-синим. Давайте поменяем приоритеты выходных параметров. Первым будет градиент, вторым angle, чтобы все было так же, как у нас раньше в материале. Соединяем нужные выходы. И проверяем, что все работает. Как видите, прогресс-бар работает, но граница закрашенной и незакрашенной области получается ступенчатой. Так, давайте скопируем переключатели, они нам еще пригодятся, и удалим лишние узлы. Переходим в функцию mf_angle. Давайте немного раздвинем наши блоки, поскольку нам придется добавлять достаточно много новых узлов. Первое, что мы делаем, это задаем входные параметры. Первый параметр это Start Angle. Добавим константу, чтобы можно было задавать значения для просмотра. Следующим входным параметром будет Percent.
Пусть у нас будет значение 0.93. Создаем блок, обозначающий входные параметры. Создаем входной параметр number of sections. Делаем небольшие перестановки. Сохраняем изменения. Давайте передадим эти параметры на вход нашей функции. Применим изменения и посмотрим, что получается. По-прежнему все работает. Двигаемся дальше. Теперь мы заменим переключатели на логические переменные. Первый такой переменной будет change direction. Приоритет у него будет 3. Добавляем static switch. На вход true и вход false подаются те же самые значения, что и для переключателя. А на вход value подаем значение change direction. Такие же операции проделываем с change gradient direction и use step. Задаем приоритет 4. Ставим приоритет 5. Сохраняем изменения. И создаем статические логические переменные.
Имена у них будут такие же, как у переключателей. И располагаться они будут в тех же самых категориях. Как видите, Change Direction и Change Gradient Direction располагаются в категории Change Direction, а переменная useStep располагается в базовой. Удаляем переключатели, больше они нам не нужны. И передаем наши параметры на вход в функцию. Давайте посмотрим, что получилось. Все по-прежнему работает. Давайте теперь решим проблему со ступенчатой границей. Удаляем узел if. Добавляем узлы 1 минус и add. Смотрим, что у нас получается. Возводим получившийся результат в степень. Создаем параметр. Назовем его expangle, который будет отвечать за гладкость границ. Давайте заодно переименуем параметр функции holes и назовем его expHoles. Этот параметр у нас отвечает за гладкость баров. Применяем узел clamp. И 1 минус x. А получившееся значение подаем на выход нашей функции. Сохраняем изменения. И смотрим, что у нас получилось. Как видите, граница стала достаточно гладкой. И мы можем регулировать ее, изменяя параметр expangle. Давайте немного поварьируем параметры. Можно обратить внимание, что при значении пестрой равной единице у нас прогресс-бар заполнен до конца. Давайте поправим эту проблему. Для этого добавим узел if.
Ну, сначала назовем наш новый блок border. Итак, добавляем узлы. И с помощью этого узла сравниваем значение percent с единицей. Если значение percent равняется единице, то у нас вся область будет белой. Если же меньше единицы, то тогда передаем то значение, которое получается в блоке border. Сохраняем изменения и смотрим, что получилось. Как видите, теперь, когда percent равняется единице, все работает как надо. Следующая проблема, которая может появиться, это то, что начальная граница, если мы делаем начало располагающимся не горизонтально или вертикально, а под каким-то углом, тоже оказывается ступенчатой. Поправить начальную границу не представляет большого труда. Для этого мы копируем блок border, называем его start border и вносим небольшие изменения. Как видите, теперь нам переменная percent в данном случае не нужна. И в результате работы этого блока вы можете заметить небольшую плавную границу в начале области. Перемножаем блоки border и start border. Сохраняем изменения. И смотрим, что получается. Как видите, все работает. И напоследок давайте, наверное, вынесем параметры exp angle и exp holes из функций и поместим их в группу borders. Переходим в функцию holes. Создаем вход exp holes. Задаем приоритет 4. Значение по умолчанию ставим 200. Сохраняем изменения. И добавляем параметр exp holes. Переходим в функцию angle.
И заменяем параметр xPangle. Сохраняем изменения. Давайте поменяем приоритет у нашего нового параметра. У useStep был 5-й приоритет, поэтому поставим 6-й. Создаем параметр xPangle. И задаем значение по умолчанию. Как видите, параметры работают. Теперь давайте поместим их в нужную категорию. Смотрите, xPangle по-прежнему остался на своем месте и не переместился в категорию Borders. Это произошло потому, что мы забыли заменить один из параметров функции Angle. Как видите, параметры работают. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.